Всем здорово, чуваки, вы на канале Мишарь, меня зовут Сергей, и сегодня я снимаю обзорчик нового девайса для своей студии. Это новенький микрофон от компании Fifine. У меня уже есть микрофон, как вы видите, я сейчас в него прям записываю этот голос. Этот микрофон мне очень нравится, и качество его звучания, и то, как он выглядит, я считаю довольно профессионально. Но, как заявляет компания Fifine, этот микрофон M8 из категории геймерских микрофонов. Но сегодня у нас на обзорчике микрофон из профессиональной категории. Насколько я знаю, этот микрофон считается самым дорогим от компании Fifine. И если прошлый микрофон назывался AmpliGame, то этот уже называется AmpliTank, а полное его название Fifine Tank 3. Ну и еще тут написано, что это подкаст-микрофон. Не знаю, конечно, насколько он качественный по сравнению с этим микрофоном, насколько звук его будет лучше, но если этот микрофон из категории профессиональных, значит звук здесь должен быть в разы лучше. Давайте это и узнаем, но для начала перейдем к распаковке. И если коробка моего прошлого микрофона была в таком фиолетово-синем цвете, то здесь уже такой картон крафтовый, так скажем. Открываем коробочку. Ну и сразу можете заметить сам микрофон, а также вот такая вот картоночка с QR-кодом для перехода на официальный сайт и, естественно, инструкция, которая многим, конечно, может быть пригодится. Основные характеристики этого микрофона можете наблюдать сейчас на экране. Ну и далее можем увидеть, что в комплекте имеется достаточно длинный провод Type-C на USB-A и, конечно же, сам микрофончик. Ух ты, какой тяжеленький. Вот так вот он выглядит, полностью из металла, но, насколько я знаю, крутилки тут пластиковые. В остальном все, в комплекте больше ничего нет, хотя я надеялся, что положит XLR кабель, но блин, его опять же тут нет, очень печально. Но, к счастью, у меня кабель XLR есть, и также есть аудиомикшер, поэтому мы сможем сравнить звук как через XLR, так и через просто USB. Да, комплектация, конечно, минималистичная, USB кабель и сам микрофон. Хотелось бы, конечно, еще какую-то стойку, но, как вы понимаете, ее в комплекте нет. Но опять же, к счастью, у меня есть пантограф от компании Fifine, также, на который мы будем цеплять этот микрофон. И есть, кстати, плюс по поводу крепления этого микрофона. А плюс такой, что сюда не требуются никакие переходники, то есть большая резьба и также резьба поменьше для разных креплений для микрофона. Проходясь по интерфейсу этого микрофона, можем заметить, как и у многих микрофонов, есть две крутилочки. Это регулировка громкости микрофона и также есть регулировка уровня громкости мониторинга. Ну а в нижней части микрофона у нас имеется всего лишь 3 входа. Это 3,5 джек для подключения наушников для мониторинга звука, также вход Type-C для подключения к компьютеру по USB и вход XLR для подключения к аудиомикшеру. Ну и, естественно, кнопочка мьюта, как же без нее. Ну а в остальном никаких кнопок здесь больше не имеется. У микрофона есть ножка, которая крепится только с одной стороны микрофона. Это очень удобно для тех, кто снимает, например, слева или там справа, ну в зависимости от того, где стоит камера, для того, чтобы ножка не была в кадре, как вот сейчас, вот здесь, например, не очень красиво. Так вот смотрится гораздо профессиональней, что ли. Ну и так как вы сейчас слышите меня через старый микрофон Fifine AmpliGame AM8, я сейчас подключу этот новенький Tank 3, и мы сравним качество звучания через обычное подключение USB. Придется тебя отключить, друган. Раз. Итак, подрубили сейчас Tank 3, и слушайте, смотрится, блин, как-то посимпатичнее, согласитесь. Довольно-таки как-то более профессионально, что ли. Я сейчас как-то более уверенно даже становлюсь, блин, перед этим микрофоном. И можно сравнить, как выглядел старый микрофон. Не знаю, насколько вообще вам видно. Tank 3 более компактный, конечно. Этот более такой широкий, какой-то серьезный такой, квадратный. И также вы можете сравнить сейчас качество звучания, насколько звучит этот хорошо и насколько хорошо звучал мой прошлый AM8. И давайте сейчас сравним, как он улавливает голос перед микрофоном. Это динамический микрофон, поэтому нужно говорить прям вот в него, туда, куда он смотрит. И давайте сейчас буду говорить слева и справа для того, чтобы узнать, насколько он отсекает вообще лишние шумы. Раз, два, три, четыре, 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 пять, 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 шесть, семь. Кто разбирается вообще в микрофонах, в звуке, напишите в комментариях, вообще стоящая вещь или не стоящая. Лучше, чем AM8 звучит или нет, потому что для меня как будто бы и то вот звучит более-менее одинаково. Но огромнейший плюс для меня в том, что здесь есть именно кнопка мьюта, потому что на AM8 это была сенсорная кнопка, когда там слегка задел и все, замьютил. У меня было такое, когда я случайно задевал, и запись велась без звука. Поэтому здесь отключить случайно звук не получится никак. Нужно нажать на кнопку. Ну а теперь вы слышите. Сейчас уровень громкости микрофона выкручен на максимум. Давайте я могу уменьшать потихонечку, для того, чтобы вы понимали, насколько комфортно вам слушать на середине, либо вообще на каком-то минимальном звучании. Вот так вот я говорю. В целом вот сейчас опять я максимум поставил. Ну и давайте проверим мониторинг звука. Я Bluetooth наушники сейчас свои выключаю, снимаю. Подрубаем
Наушники также Fifine. Я слышу себя прям отлично в реальном времени, никаких микрозадержек, вообще ничего. Даже такое ощущение складывается, как будто я не слышу себя в ушах, что ли, вот, знаете, вот настолько прям как-то все естественно. Потому что, когда я помню, записывал голос с какими-то аудиоэффектами через микшер, там была небольшая задержка. От этого я себя некомфортно слушал в наушниках, хотелось их снять или вообще вырубать этот эффект и вообще не слышать себя, то есть мьютить наушники. Я могу еще вот так вот близко говорить, вообще, насколько вам будет комфортно. Естественно, могу немножечко вот так вот убавить и, не знаю, записывать ASMR какой-нибудь. Что-то там, не знаю, по микрофону постучать, может быть, как-то, насколько это будет слышно, сбоку, не знаю, вот так вот спереди. Ну и как вы можете заметить, по сравнению с геймерскими микрофонами, здесь нет никакой подсветки, ничего вообще не светится, не регулируется. Единственное, то, что подсвечивается вот эта кнопка мьюта, но она должна, мне кажется, подсвечиваться, потому что иначе вы можете случайно вообще не понять, включен у вас звук или нет. Ну, естественно, если вы себя не мониторите в наушниках. А так, в остальном, могу сказать, что мне прикольно. Я в дальнейшем буду записывать все свои ролики на этот микрофон. Он более компактный, как-то меньше загораживает теперь меня, мою голову, мою шею. Ну и давайте сейчас подключим через XLR этот микрофон и также затестируем звук. Поэтому запоминайте, как звучу я сейчас, потому что я переобуваюсь на XLR. Итак, друзья, я подключил микрофон по XLR через аудиомикшер Fifine CS3, и вы можете слышать звук. Насколько я понимаю, он должен звучать качественнее, чем по USB. Единственное, что, возможно, вы меня сейчас очень тихо слышите. Я сейчас вот так вот громкость добавлю. Не знаю, насколько хорошо, насколько громко. Наверное, вот где-то вот так вот я оставлю. Раз, два, три, раз, два, три. Через микшер, конечно, гораздо удобнее управлять вообще настройками, потому что здесь очень легко вот так вот крутилочку прибавлять, уменьшать звук, мониторинг включать. Вот я сейчас себя замечательно слышу, либо отключать его и так далее. Но, естественно, мы сейчас сравниваем качество звучания, насколько классно звучит этот микрофон. И как вы помните, в одном из прошлых видеороликов микрофон AM8, подключенный через XLR, выдавал какой-то треск постоянный. Я не знаю, будет ли этот треск сейчас с этим микрофоном. Надеюсь, что нет. Но в любом случае, вы сейчас слышите. Если слышите треск, возможно, это все-таки в кабеле дело. Возможно, это в блоке питания компьютера дело, потому что некоторые подписчики мне говорили о том, что может такое быть, что там перенапряжение какое-то или еще что-то. В целом я не смог разобраться с этим, потому что после тех щелчков я стал записывать по USB. Но в любом случае, если я услышу треск при монтаже этого видеоролика, я больше не буду в дальнейшем использовать XLR провод, потому что я уже не знаю, как с этим бороться на самом деле. Ну и если этот ролик вам был полезен, поставьте ему лайк, подписывайтесь на канал, потому что нас впереди ждет еще много различных интересных обзоров. И всем пока!